Друзья, приветствую вас на канале Шито-крыто. Здесь вас ждут проверенные народные приметы на каждый день года. 3 декабря – Проклов день. В этот день вспоминают Прокла, ученика святителя Иоанна Златоуста. От своего учителя Прокл получил глубокие знания и красноречие, которые сравнивали с пламенем. Прокл помогал бедным, обличал ересь и проповедовал. Проклов день – день борьбы с нечистой силой, а также этот день считается благоприятным для переездов и дальней дороги. 3 декабря, в Проклов день, наши предки проводили обряды, направленные на изгнание нечистой силы. Они верили, что даже в самый разгар зимы нечистая сила может выбраться из своих нор и причинить людям вред. Чтобы защититься, люди читали защитные заговоры. Вот один из них. «Нечисть ты, мерзость! От моего дома отойди, ни в дверь, ни в окно не войди. Не будет тебе в нем счастья и участия, места и покоя. Защитит меня Господень крест да икона. Все дурное мой дом и меня стороной обойди, а ты, нечисть, под землей сиди. Здесь тебе место, и нос к людям не показывай. Аминь». С этого дня открывался санный путь, поэтому люди молились Богу, чтобы поездка была удачной, и просили Прокла помочь в домашней работе и наладить, наконец-то, санный путь. А помощь крестьянам требовалась, ведь, согласно поверьям, людей незримо окружали духи, многие из которых были враждебными. Друзья, вы только представьте, как интересно будет почитать ваши комментарии под этим видео. Поделитесь впечатлениями, что нового для себя узнали. Если видео вам пригодится, поделитесь ссылкой со своими друзьями. Это поможет мне создавать еще более полезный контент для вас. Особенно боялись банника, овинника и гуменника. Но больше всего опасались Абдерихи, банного духа, отличавшегося крайней жестокостью. Это злой дух бани, который чаще всего представляли в женском обличье. Абдериха могла прикинуться как старухой, так и девочкой. Считалось, что она сдирала кожу с человека, зашедшего в баню в неурочное время, и разрывала тело на части. Из-за этого существа на Руси никогда не мылись в бане по ночам. Абдериха, как говорили, было существом, меняющим форму, которое могло принимать форму кошки, мочалки или женщины. Абдериха считалась опасной и могла царапать, обжигать или даже душить людей. По народным поверьям, Абдериха появлялась в новой бане тогда, когда там совершатся роды. Чтобы избежать встречи с Абдерихой, людям приходилось соблюдать ряд правил – не заглядывать в баню, когда женщина моется, и не слушать предложения Абдерихи. Было принято заходить в баню не больше 3 раз за вечер, иначе рискуешь наткнуться на похотливого банного духа или Абдериху. Это существо может превращаться в кошку, мочалку и даже душить парильщиков. Чтобы уберечься, люди перед баней читали молитвы. Но от нескромных взглядов это не спасало. Мужчины часто пытались подглядеть за голыми женщинами в бане, в том числе родственницами, и якобы банный дух мог позвать знакомым голосом с собой попариться. Считалось, что, поддавшись на уговоры, рискуешь запариться насмерть. В общем, такие истории о похотливых духах, видимо, пугали, предостерегали от излишней распущенности и помогали сохранять моральные устои в деревне. Подсмотреть соблазн велик, да силен запрет. Так в старину суеверия помогали хранить нравственность, душевную чистоту и пристойность. Суеверия порой строже законов были. Также ночью мог явиться домовой. Он появлялся после того, как члены семьи рассказывали друг другу страшные истории перед сном. Домовой был всегда босой, чтобы его не обнаружили. Но иногда можно было услышать его тихий плач и всхлипывание. Домовой
Это дух дома, который может принимать облик старика или молодого человека. Он покрыт шерстью, а его руки и ноги похожи на лапы животного. Домовой живет в печке или под печкой, но иногда он может поселиться в лапте, специально повешенном на печь. Домовой – это проказливое существо, которое любит подшутить над людьми. Но он также является защитником дома от злых духов и несчастий. Домовой помогает людям, которые относятся к нему с уважением. Верный признак проживания рядом с вами домового – это пропажа сладостей. Если домовой ложится сверху на человека во сне, значит, он просит человека обратить внимание на здоровье. Если услышали свист, значит, домовой просит вас быть внимательнее к финансам. В случае, если гремит, роняет предметы, то таким образом хранитель жилища пытается разбудить хозяев, обратить их внимание на конкретное место в доме. Крестьян пугали и беспокойные духи маны. Это духи умерших предков, которые бегали по избе, шумели, плакали, били посуду. Мелкие неприятности доставляли и маленькие домашние духи Матоки. Они толкали хозяйку под руку, отвлекали ее, чтобы сбежало молоко, запутывали нитки при шитье, подначивали детей на проказы. В западных областях Руси верили, что в дом может заглянуть басорка или ночница, злобный дух, путающий женское рукоделие, катающийся на метле и пугающий детей. Басорка – это существо в обличье старушки, которое приходит к молодым матерям в первые 40 дней после рождения ребенка. Она может украсть ребенка или заменить его. Чтобы уберечь ребенка от басорки, ему на левую руку повязывали красную нитку. Кроме того, с приходом темноты старались не выходить во двор и не оставлять там на ночь детские вещи. Под люльку ребенка клали обереги в виде чеснока, ножниц, иголок. А еще говорят, что в крестьянском доме жил черный и страшный жихарь, также известный как Жижак. Это злой дух, крадущий младенцев, когда мать отлучилась от колыбели, и запирающий людей в жаркой бане. Этот пухлый дух любил жить сытно и в тепле, а по ночам вылизывал немытую посуду. Чтобы обезопасить себя от его происков, под люльку клали деньги или другие обереги. Чтобы нечистая сила не проявляла себя, нужно соблюдать чистоту и порядок не только в доме, но и в себе самом. Служебные духи, такие как домовой и дворовой, наказывают нерадивых хозяев, чтобы те исправились. Этих духов нужно благодарить за помощь и подкармливать. Только тогда они будут помогать. Чтобы избежать неприятностей в Проклов день, придерживайтесь следующих советов. Не планируйте дальнюю поездку. В этот день велик риск попасть в аварию, стать жертвой обмана или стать свидетелем несчастного случая. Не рассказывайте о своих планах никому, даже близким друзьям, иначе планы могут быть невыполнимыми. Не лечите головную боль таблетками. Попробуйте древний метод наших предков. Протрите лоб снегом. Не ложитесь спать поздно, иначе вас посетит боечник, злой дух, который будет мучить вас в кошмарах. Сны, увиденные в Проклов день, также имеют особое значение. Сны на Прокла – это ключ к твоему внутреннему миру. В эту ночь ты можешь увидеть свои скрытые таланты, желания и цели. Ты можешь получить подсказки о том, как улучшить свою жизнь. Обязательно вспомни, что тебе приснилось в эту ночь, и постарайся понять его значение. Подсолнухи, приснившиеся в любое время года, предвещают удачное разрешение многих вопросов. А увиденный во сне город – это верный признак того, что в скором времени предстоят путешествия по разным странам. Погода на Прокла предсказывает погоду на 3 июня. Снег на Прокла, дождь на Ивана. Если запел снегирь, а сорока прячется под крышу, то будет вьюга. Тетерев на верхушке дерева к теплу и ясной погоде. Друзья, очень нужна ваша помощь.
подписка, лайк и комментарий. Для меня это очень ценно. Это позволит мне и дальше создавать полезный контент для вас. Помогите каналу расти. Жду вас каждый день на канале «Шито-крыто».